Добрый день на моем канале. Вот хотелось с вами сегодня поделиться таким видео. Мы будем менять приборку Passat B3. Приборка родная стояла с часами, и мы хотим ее заменить на приборку с тахометром. Значит, вот вкратце, вот эта вот приборочка у нас родная. Вот вы видите, что она с часами. Механический у нее привод спидометра. И вот мы приобрели приборку от B4 Passat, и здесь тахометр. Разделенные здесь повороты. Вот в отличие от этой приборки. Здесь указатель поворотов, значит, вот здесь у нас. Вот. Эта приборочка от B4 Passat тоже с механическим приводом спидометра. 28 контактов у нас здесь штекер. И также на старой приборочке вот здесь вот штекер. У нас тоже 28 контактов. Итак, друзья, мы находимся в машине уже. Приборку мы поставили. Значит, какие у нас были дефекты? У нас дергалась стрелка с тахометра. Часы у нас, вот как вы видите, работают. У нас моргает лампочка воды. Минимальный уровень показывает. И у нас при включении поворотов моргает только лишь правая лампочка на панели. Мы, значит, скачали документацию, чтобы не тягать с собой ноутбуки вот технических форумов. Полностью подготовили машину, разобрали тут, чтобы был доступ, сняли руль. Перед началом всех работ надо, конечно, отключить аккумуляторную батарею. Ну и приступим. Отсоединяем клемму аккумулятора на всякий случай. Первая причина, мы хотим как бы избавиться от того, что дергается стрелка тахометра. Вот этот вот проводок у нас должен сигнал идти на панель приборов не с катушки зажигания, а с мозгов. Мы проделали всю работу, протянули провод, скрывали вон там мозги. Результат не изменился ни грамма. И как оказалось, у нас вот просто банально на третьем свече, был плохой провод, обломан конец. И из-за этого дергалась стрелка. Мы все собрали на место. Почему? Потому что когда мы взяли сигнал с мозгов, у нас вообще тахометр молчал. Вот мы отыскали этот провод 25, вот он, желто-коричневый. Можно разъем, в принципе, уже собрать назад. Сейчас мы там надрежем изоляцию, пока это сделаем, как бы, скажем, по-колхозному. Вот потом это будет пропаяно. И, значит, что надо, судя по всем описаниям технических форумов, его надо соединить вот с этим вот проводом. Думаю, так вот снять отдельно штекер с обоймы. Есть винтик под крестовую отверточку. У меня, правда, плоская, но ничего страшного. Вот мало того, что на винтике, так здесь вот еще раз, два, три, четыре скобы. Потом далее внутрь вставляем уплотнительную резинку, чтобы вода не попадала внутрь. Значит, сейчас протягиваем провод красный, вот просунем его пока сюда. Пока что так, потом ближе к палету, сейчас просто холодно. Сейчас его засунем, там есть специальное отверстие, которое проходит, будет подъехать в гараж. И пока просто скрутим. Потом в гараже, если все будет удачно, то все это пропаяется. Здесь вот уже мы видим, что мы зачистили проводок от изоляции. Сейчас этот красный соединим. Ну вот мы здесь соединили. Проверяем. Сейчас заканчиваем. Вот соединили уже и здесь. И идем ставить приборку и пробовать, что у нас с тахометром. Сейчас вот новую приборку устанавливаем на место. Так, вот. Подключаем. Часы у нас загорелись. Сейчас будем смотреть, что будет происходить дальше. Это пока подвесим. Сюда. Не мешало. Так. Не работает. Тахометр у нас не работает. Короче, вот мы все. В общем, мы вот все собрали.
Вот. И когда мы, значит, собрали, как написано в технической документации, да, то есть соединили красный провод катушки с 25-м концом на мозгах, у нас тахометр вообще ничего не показывал. Вот, стрелка, оказывается, у нас дергалась не поэтому. Мы обнаружили причину в свечной системе зажигания. Одна свеча у нас просто-напросто обломился хвостик. Вот, пришлось поменять свечи. Вот, как вы видите сейчас, в данный момент тахометр работает и ничего не дергается. Обороты машина набирает нормально, устойчиво. Теперь осталось решить, значит, проблему моргающей лампочки. И также у нас поворотники. Вот одна у нас правая только моргает. Вот, будем сейчас вот разбираться с этой проблемой. При включении поворотов у нас реле работает нормально, то есть его не колбасит ничего, и повороты все у нас работают. Отлично. Только вот проблема в самой приборке. Так что, ребята, вы, читая форумы и читая драйв, там все равно надо кое-что как бы перепроверять, это обязательно. Потому что вот видите, как бы тахометр на эти мозги совершенно ничего не влияет. Было лишним лазить проводку мозгов. Получается, что вот зря мы там как бы вскрывали мозги, и приобретение это опыта, скажем так. Вот, видите, тахометр работает отлично. В общем, как оказалось, по поводу тахометра, у нас мозги времен Великой Отечественной войны, и на том проводе, где должен сниматься сигнал на тахометр, там сигнала вообще с этих мозгов нет. Там получается земляной конец. Искав информацию на сайтах, нам подсказали, что надо сигнал взять, можно взять сигнал с коммутатора. Черно-зеленый провод. Вот мы взяли, опять протянули вот этот же красный проводок, соединили его с тем проводом, который шел на катушку, и подсоединили его к проводу черно-зеленому. Все заизолировали, и тахометр стал работать прекрасно. Так что вот, ребята, видите, вот номер мозгов. Вот это мозги, наверное, ставили на танки Тигр там или Пантеру, не знаю. Потом переставили сюда. Вот так, там проводов на тахометр нет, никаких сигналов оттуда. Для начала работ мы закупили провода, да, на них напаяли уже контактную. Вот контактная группа специально была куплена, вот такая вот. Мы тут припаялись к этим контактам. Ну вот, как мы видим, мы завели машину, обороты у нас стоят устойчиво, тахометр, стрелка тахометра не прыгает. Вот. Газуем. Она не дергается. А лампочка низкого уровня у нас подмаргивает. Вот теперь мы сейчас приступим к тому, чтобы это исправить. Для начала надо вот этот стопор оттянуть на себя, иначе мы не снимем ни одного штекера. Вот. И вот мы снимаем штекер, вот этот желтенький. Это штекер у нас на распиновке указан как С. Ищем там 6 и 8 контакт, и 6 надо переставить на 8. Обратите особое внимание, чтобы достать проводок, вот здесь еще на штекере стоит вот такая вот стопор такой. Его надо вытащить. Потом аккуратненько тоненькой отверточкой мы вынимаем проводок, и теперь можно свободно его переставить в нужное место. Ну вот, достали синий с желтым проводом, это как раз С6. И вот в нижнюю, вот в эту вот 8 мы сейчас его вставим и проверим. Обязательно надо перепроверять маркировку проводов на схеме, чтобы не допустить технической ошибки. Ставим обязательно назад стопор, чтобы при тряске не выскочили, мало ли там провода, или не образовался плохой контакт.
такая фишка. Вот здесь вот, где я подсвечиваю, вот плохо видно, может быть. Синий первый, это U2. Мы его достаем, и туда у нас не было там на 5-м контакте ничего, U25, да? Туда мы вставили маму, вывели проводок временный, мы вот здесь вот его спаяем. Этот провод мы протянули под панелью и воткнули в штекер приборной панели в контакт 28 Т28-2, во второй контакт приборной панели. А вот этот вот коричневый, вот этот вот, ну, такой рыженький провод я опустил на туда вон, где желтенькие разъемы. Желтенький разъем — это у нас разъем С. Контакт С6 мы переставили в С8 и закоммутировали контакт С8 с контактом U25. И от U25 мы дали сигнал вот сюда на жгутик проводов. Вот если видно, вот здесь вот на жгутик проводов мы вот дали сюда сигнал на второй контакт. Ну что, пробуем. Часы у нас заработали. Они не работали, потому что мы снимали U25. Вот, пробуем заводить. Значит, вот первоначально у нас помигала лампочка. Сейчас мигает лампочка давления масла. Первоначально мигала лампочка также воды. И вот заводим машину. Завели машину. У нас, значит, тахометр показывает 1000 оборотов. Обороты мы видим устойчивые. Горит лампочка ручника, и лампочка, значит, воды нижнего уровня у нас потухла. Вот так, ребята. Теперь мы приступим к тому, чтобы вот у нас, видите, моргает правой только, налево и направо. Далее мы сейчас приступаем к переделке и лечению поворотников. Приступаем к переделке поворотов. Вот с U2 вот этот вот проводок зеленый-черный, нам надо отсюда его убрать и кинуть его на H24. H24 это у нас вот черно-зеленый проводок. Ну, мы, наверное, банально вот здесь его просто перекусим, вытаскивать не станем, а туда его подадим. Так, второе, что мы делаем, мы вот нашли коричнево-белый провод, это 22-й на фишечке спидометра Т28-22. Вот мы его здесь вытянули, мы вот тут вот сняли изоляцию, примотали к нему конец желтенький. И на H2, значит, 6 тоже зачистили изоляцию, черно-белый H26. И вот сейчас сюда его надо кинуть. Потом это все пропаяем. Ну вот мы протянули все, заизолировали. Сейчас ставим это все хозяйство на место. Так, фишечку собрали. Там все заизолировали. Сейчас подсоединяем приборочку. Так, все. Иди подключай массу и будем проверять. Так, массу включили. Сейчас включи зажигание, пожалуйста, мне. Так, включаем зажигание. Так, смотрим поворотники. Так. Левый налево, Правый. направо. Что-то с лампочкой что-то тускновато горит. Ну, правая это поправимо, лампочки можно поменять. Лампочка у нас тускло моргала, правая. Оказалось, что нам надо еще с 20, получается, с какого-то 22-го пина. 22-го пина вот этого разъема, 28-го, кинуть на 28-й. Добавить. Вот, и мы его добавили. Сейчас попробуем, что будет. Нет, все равно она мигает тускловато. Видимо, это лампочка. Это, наверное, скорее всего, уже лампочка. Но все равно сделали так, как написано в технической документации. Сейчас мы проверим еще, как на улице у нас вся эта происходит работа. Ну вот мы видим, что работает все у нас. Справа, слева.
Моргает у нас аварийка, моргает. Так что все вроде бы сделали правильно. Ну вот, мы сейчас завели машину. Прогревочные обороты у нас. Стрелка тахометра стоит нормально, без всяких дерганий. Лампочка воды у нас потухла. Поворотник левый. Поворотник правый. Аварийная сигнализация. Ну что хотелось вам еще сказать. В общем, ребята, бояться не стоит. Работа, конечно, не сказать, что сильно сложная, но и не сильно простая. Надо приложить мозги к этой работе. При помощи интернета, Яндекса, Гугла, ребят с Драйвер.ру, ну и вот распечатали с технических форумов документацию. То есть эту работу можно выполнить обычным людям, у которых, как бы скажем, руки растут не из одного места, вот, и голова на плечах. Так что не бойтесь, пробуйте, и все можно сделать удачно и грамотно. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на дорогах и пока.